Всех приветствую на канале. Садио Мане, от детства в сенегальской деревне до победы в Лиге Чемпионов. 6 часов утра. Казалось бы, ничем не примечательный день в сенегальской деревушке Бамбали, на самом деле был знаковым для мирового футбола. Вся огромная семья Садио Мане из 10 человек еще спала, но не спал сам футболист. Ему предстояло важное дело – побег в Дакар. Забрать спрятанную в траве сумку с нехитрыми пожитками и вперед, в столицу за мечтой. О побеге знал только один человек, друг Мане. Мама и дядя Садио, отец умер, когда мальчику было 11 лет, были против его занятий футболом. Если бы он не преуспел, то рисковал так и не найти свое место в жизни. Заметив исчезновение Садио, они пошли к родителям друга и в конечном итоге выведали всю информацию. Беглец был найден в Дакаре и возвращен в семью. Но что-то таки изменилось в сознании семьи, и в следующий раз 15-летний Садио отправился в Дакар уже вместе с дядей. Там ему предстояло пройти просмотр в Академии Génération Foot. Проявить себя не составило особой сложности, и Садио стал учиться в Академии, возвращаясь домой лишь летом, чтобы помочь с работой на рисовых и арахисовых полях. Дела Мане в Академии шли хорошо. Поэтому в конце 2009 он последовал протаренной дорожкой на просмотр во французский МЕЦ, давно сотрудничавший с Génération Foot. Путь Мане в Европе начался с проблем. Если суровую зиму еще худо-бедно можно было терпеть, то вот с травмой паха все было сложнее. Оказалось, что это давнее повреждение, которое Садио скрывал из-за страха срыва трансфера. После геройств за юношей МЕЦ Садио перевели в первую команду. Садио провел за полсезона 19 матчей, 12 в основе, и забил 1 гол, но команда в том матче все равно проиграла Гингамо 2-5. По итогам сезона клуб впервые в истории вылетел в 3-й дивизион, но надеялся вернуться, в том числе, и с помощью продлившего контракт Мане. Летом Садио хорошо проявил себя на Олимпиаде 2012. В клуб посыпались предложения. Как мы помним, клуб не горел желанием продавать, а потому запросил баснословные деньги, как за 19-летнего паренька, забившего гол за полсезона и вылетевшего из Лиги 2, 2,5 миллиона евро. Но деньги не стали преградой, сразу несколько клубов были готовы заплатить эту сумму, и в итоге Зальцбург предложил аж 4 миллиона евро. Нужно ли говорить, что вскоре официальный сайт МЕЦ объявил, Садио Мане продан в Red Bull Зальцбург. Австрийцы сделали предложение, от которого мы не могли отказаться. Это 3-й по стоимости трансфер в истории клуба. Дороже из МЕЦ уходили только Робер Перес в Марсель в 1998 и Миралем Пьянич в Лион в 2008. К слову, заменить Мане в МЕЦ предстояло небезызвестному ныне Максвеллу Корне. Садио Мане, Getty Images. В Австрии Мане тоже стал лидером команды. Второй год получился особенно удачным и для Садио, и для быков. В Лиге Европы команда набрала 18 очков в группе с Эсбьергом, Эльфсборгом и Стандартом, а затем разгромила Аякс 6-1 по сумме 2 матчей в 1/16 финала, но дальше вылетела от Базеля. Еще одним ярким моментом стал товарищеский матч с Баварией. В первом тайме Мане забил сам, заработал пенальти и сделал ассист. 3-0 стали отличным подарком Хосепу Гвардиоле в день его рождения. Игра Мане привлекла внимание Юргена Клоппа, тренировавшего тогда Боруссию. Летом сенегалец стремился перейти в Дортмунд, предлагавший 12 миллионов евро. Зальцбург же хотел продать Садио в московский «Спартак», предлагавший больше. Но футболист принципиально отказывался переходить, поскольку хотел играть в топовом чемпионате. И тут Мане проявил не лучшую свою сторону. В попытке выбить трансфер он отказался лететь с командой на ответный матч квалификации Лиги Чемпионов против Мальме. После домашней победы 2-1 Зальцбург проиграл 0-3 и вылетел, а из Садио в СМИ сделали козла отпущения. Когда на горизонте показался Саутгемптон с 23 миллионами евро в кейсе, это устроило все стороны. Сенегалец перебрался в Англию. Садио Мане, Getty Images. В свой первый сезон в Англии Мане местами показывал, за что заплатили такие деньги, а местами просто растворялся на поле. А в матче с Астон Виллой сенегалец вошел в историю премьер-лиги, оформив самый быстрый хэт-трик в этом турнире. Чтобы трижды огорчить вилланов, Садио понадобились только 2 минуты 56 секунд. Во втором сезоне Мане был куда более стабилен на поле, но допускал ошибки за его пределами.
В январе 2016 он оказался на скамейке в игре с Норвичем из-за того, что опоздал на командную встречу. Рональд Куман был настолько зол, что не постеснялся вынести ссор из избы, рассказав о причинах отсутствия игрока прессе. После окончания того сезона для Мане пришло время двигаться дальше. По словам игрока, он был близок к переходу в Манчестер Юнайтед, однако решил немного подождать. Вскоре подоспело предложение Ливерпуля, который Мане считал идеальным клубом. Окончательно все вопросы снял звонок Юргена Клоппа, который, как вы помните, хотел видеть Садио еще в Дортмунде. Садио Мане, Getty Images. Свои 34 миллиона фунтов Мане начал отрабатывать сразу. Первый товарищеский матч за Ливерпуль с Барселоной 4-0. Гол. Первая официальная игра против Арсенала 4-3, тоже гол. После матча с Эвертоном 1 апреля Мане с 13 голами был лучшим бомбардиром красных в премьер-лиге. Однако обследование показало, что травма колена Садио очень серьезна. Сезон для него был окончен. В итоге Мане пропустил почти 3 месяца, 8 матчей. По итогам этой кампании выходец из Бомбали был включен в символическую сборную АПЛ, а также назван игроком сезона в Ливерпуле. Начало второго сезона Мане в Ливерпуле было ознаменовано столкновением с вратарем Манчестер Сити Эдерсоном. Пытаясь достать мяч, Садио в прыжке заехал бразильцу ногой в челюсть. Красная карточка для Мане и около 8 минут работы, а также кислородная маска для Эдерсона. К счастью, обошлось без серьезного вреда здоровью вратаря. Тот сезон памятен феноменальными показателями Мохаммеда Салаха, но и Садио выступал на высочайшем уровне. Среди 20 голов в 44 матчах были мячи в обеих полуфинальных играх Лиги Чемпионов против Ромы 5-2, 2-4, а также в финале против Реала 1-3. В киевском поединке именно сенегалец представлял главную угрозу для Реала, отметившись еще и попаданием в штангу. Что не удалось Ливерпулю в Киеве, удалось в Мадриде. Красные снова дошли до финала Лиги Чемпионов, только в этот раз своего соперника, Тоттенхэм, обыграли. У Мане была важная роль в том успехе, ведь именно он заработал пенальти, который на второй минуте реализовал Мо Салах. В премьер-лиге Садио также выдал лучший сезон в карьере, разделив звание лучшего бомбардира с вышеупомянутым Салахом, а также Пьером-Эмериком Обамейянгом. При этом он был единственным, кто все 22 гола забил с игры. Старания Садио не остались незамеченными, он занял 4-е место в голосовании на золотой мяч после Лионеля Месси, Вирджило ван Дейка и Криштиано Роналдо, но опередив Мохаммеда Салаха. Позже он стал вторым сенегальцев, названным игроком года в Африке, повторив достижение Эль-Хаджи Диуфа в 2002 году. Садио Мане. Уже сейчас Мане практически взобрался на вершину футбольного Олимпа, но успех не вскружил ему голову, он не забывает, откуда начинал. Езжайте в Бомбали, и любой мальчишка в одной из 300 футболок Ливерпуля, подаренных Садио, это подтвердит. Футболки – самое меньшее из того, что Садио делает для родной деревни. Он уже построил там больницу и школу. Пусть это и обошлось в 500 тысяч фунтов, но оно того определенно стоило. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.